Во-первых, всем добро пожаловать. Я так рад, что вы здесь. Я рад, что всем этим занимаюсь. Это наша самая первая попытка провести настолько масштабный семинар вживую. Ранее проводил множество небольших семинаров, которые вы, конечно же, видели в наших продуктах и так далее. Но сейчас масштаб гораздо больше. Итак, как же вам получить от этого семинара по максимуму? Мы проведем вместе 6 дней, мы будем очень много заниматься. Вот именно, в точку, Аристес. Мы будем выполнять очень много по-настоящему прикольных, интересных, гипнотических упражнений. Вот что вы должны знать. Во-первых, я скоро уточню, у кого из вас уже есть опыт. Я вижу несколько новых лиц, я вижу и знакомые лица, так что у нас тут неплохая смесь. Короче, суть вот в чем. Если вы относительно новичок в гипнозе или в нашем конкретном подходе к гипнозу, пожалуйста, будьте готовы к тому, что в течение следующих дней произойдет одна очень важная вещь. Вы облажаетесь. У вас все будет получаться достаточно ужасно. И это нормально. Пожалуйста, не дайте этому вас остановить. Гипноз – это все, что угодно, но не зрительский вид спорта. Вы не сможете хорошо им овладеть, просто наблюдая или слушая. В лучшем случае так вы получите какие-то инсайты, какое-то понимание. Если же вы хотите хорошо овладеть гипнозом, я полагаю, что вы здесь для того, чтобы хорошо им овладеть, есть лишь один способ это сделать. Нырнуть и начать действовать. Вам придется работать. Пожалуйста, не позволяйте тому факту, что вначале вы будете лажать, стать для вас проблемой. Потому что это не так, обещаю. Я готов дать вам второе обещание. Если вы реально готовы нырнуть и выложиться по полной, пусть даже с эпичными провалами, вы сами себя удивите тем, как быстро вы будете прогрессировать. Позвольте это подчеркнуть. Если вы реально готовы нырнуть и с энтузиазмом выполнять все упражнения, даже если вы не будете понимать, что именно вы делаете, или не считаете, что достаточно хороши и все такое, отложите все эти мысли в сторону, и я вам гарантирую, что в течение пары дней тот пробел, который, как вы думаете, у вас есть, полностью исчезнет, и вы не поймете, куда он пропал. Но мне нужно, чтобы вы полностью погрузились в процесс и выкладывались по полной в каждом упражнении. Можем ли мы заключить такое соглашение? Напишите в чате D или N, если вы согласны. И можете показать большие пальцы, чтобы я увидел ваши радостные лица тоже. Прекрасно, спасибо, народ. Проверю всех до единого. Отлично, отлично. Ладно, тогда поехали. Вот что является ключом для хорошего владения гипнозом. Вообще есть два момента, и о первом мы уже поговорили, это практика. Я не видел никого, кто мог бы хорошо владеть гипнозом, не открыв рот и начав что-то делать в реальности. Особенно среди нас, потому что мы занимаемся более разговорным стилем. Но есть и второй ключ, который прилагается к практике. Тот факт, как именно вы пользуетесь, настолько же важен, как и факт вашей практики вообще. Пока всем все понятно? Покивайте, покажите большие пальцы, если вы со мной. Фактически нам нужен отличный настрой. Что такое отличный настрой? Какого рода настрой сможет сделать вас отличным гипнотизером? Самый простой способ это узнать – просто ненадолго закрыть глаза. И позвольте себе сфокусироваться внутри себя. Конечно, вы можете заметить, как ваше тело начинает расслабляться. Вот так. И вы можете ощутить, как в нем начинает развиваться чувство комфорта. И вы можете спросить себя, что же такое этот отличный настрой? Он уже был у вас в прошлом, ведь вы уже очень многому научились. Отличный настрой. Пока вы расслабляетесь и чувствуете, как погружаетесь внутрь себя, размышляйте о тех временах в своей жизни, когда у вас был такой настрой, который по-настоящему помог вам насладиться каким-то процессом обучения. Я попросил бы вас уделить несколько мгновений тому, чтобы подумать или представить себе свое собственное лицо. И обратите внимание на то выражение, которое вы увидите на этом лице.
каким бы оно ни было, я попрошу вас его изменить, превратив в широкую, ясную, прекрасную улыбку, такую, которая полностью озарит ваше лицо и глаза, чтобы они излучали ощущение счастья. И вы поймете, что все делаете правильно, так как вашему лицу захочется улыбнуться вам в ответ, и пусть оно это сделает. И позвольте себе улыбнуться в ответ этому лицу, когда вы его увидите. И когда вы это сделаете, мысленно шагните назад, немного отдалившись, чтобы можно было увидеть, как вы стоите вон там, улыбаясь самому себе. Давайте называть этого себя своим будущим собой, тем человеком, которым вы станете, когда закончите эту программу. И понаблюдайте, как этот человек улыбается, радуясь самому себе. Я бы хотел, чтобы вы представили или подумали об этом будущем себе вон там, который встречается с клиентом, с кем-то, кого вы хотели бы загипнотизировать. И вам не обязательно знать, что вы будете говорить или какими будут ваши жесты. Просто наблюдайте, как вы искренне, по-настоящему улыбаетесь. Пока тот человек, с которым будущий вы находится рядом, погружается в транс, в глубокий транс. И как вы поймете, что он оказался в таком глубоком трансе? Насколько он расслаблен? Насколько ему комфортно? И может у него возникнет гипнотический феномен, левитация руки, когда рука будет просто подниматься полностью сама по себе. И вы сможете увидеть, как тот будущий вы улыбается и говорит: вот так. Пока рука этого клиента поднимается еще выше, и вы знаете, что все это на самом деле работает. Прямо сейчас. Вы можете хорошенько насладиться этой сценой. И когда вы будете убеждены в том, что данная конкретная сцена идет именно так, как вам бы хотелось, и тут будущее вы отлично работает, гипнотизируя этого клиента, позвольте этой сцене раствориться, переместите будущего себя к следующему клиенту. И снова повторите весь этот процесс. И посмотрите, насколько вы счастливы, когда делаете все это. На улыбку на своем лице. И посмотрите, как сильно этому клиенту нравится общение с той самой версией вас, как гладко она протекает, как непринужденно, как естественно. И вы можете повторять этот цикл так часто, как пожелаете, пока не поймете, что вы будете чувствовать, когда по-настоящему мастерски овладеете гипнозом, и когда вы сможете делать все те вещи, которыми вы надеетесь овладеть, прямо сейчас. И вы сможете делать все это очень комфортно, спокойно, умиротворенно, мысленно повторяя эту версию успеха, сияющей на этом лице прекрасной улыбкой. И вы не сможете устоять, чтобы не улыбнуться в ответ. И когда вы сможете несколько раз с этим поэкспериментировать и поизучать все это до своего уникального уровня удовлетворения, можете постепенно возвращаться обратно к нам, открывая глаза. И почему бы вам не взять с собой ту самую улыбку, пока вы возвращаетесь в своем собственном, комфортном для вас темпе, именно так, как вам удобнее. Можете не торопиться, уделив достаточно времени закреплению этого ощущения предвкушения того, к чему вас все это приведет,
прямо сейчас. Итак, снова приветствую всех тех, кто уже возвращается. Дадим всем еще немного времени на то, чтобы снова сориентироваться. Если ваши камеры включены, я смогу перепроверить, что все вернулись. Кажется, большинство уже с нами, хотя пара человек все еще пребывают в земле счастья. И это хорошо. Ладно, народ, вам понравилось? Большие пальцы вверх, если вы снова со мной. Большое спасибо. Отлично. Итак, народ, обычно на данном этапе мы бы предложили вам немного познакомиться друг с другом, так как вам придется вместе работать, и вас здесь немало. Вот как мы это сделаем. Как только нам попадется кто-то новенький, мы будем проходить с ним обычный ритуал приветствия. Что мы обычно друг другу говорим, когда встречаемся в первый раз? Не стесняйтесь печатать свои версии в чате. Какие вы обычно задаете вопросы, когда знакомитесь с человеком в социальном контексте? Откуда вы? Совершенно верно. Чё, как? Тоже верно. Как дела? Привет, верно? Привет, я Марк, хороший вариант. То есть фактически... Да, все верно, суть вы поняли. Обычно нас интересуют три базовых вопроса. Вопрос первый – кто вы? То есть нам как минимум нужен некий ярлык, чтобы мы знали, как к человеку обращаться, верно? Во-вторых, будет полезно знать некие общие сведения. Чем вы занимаетесь, откуда вы? И, наконец, нас больше всего интересует мотивация того или иного рода. Почему вы здесь? Итак, кто вы? Откуда вы? Чем вы занимаетесь? Если речь не о гипнозе, да даже если о гипнозе, какого рода этот гипноз? И почему вы здесь? Итак, нас тут довольно немало, примерно 70 человек участвуют в этом семинаре или вебинаре. Я пока еще не уверен, как все это называть. Есть семинар, карантинно-разрушающий семинар по гипнозу. Называйте как хотите. Итак, попробуем вас друг с другом познакомить. Обычно я предлагаю всем познакомиться друг с другом, но, к сожалению, здесь будут ограничения. Но мы постараемся познакомить друг с другом как можно большее количество людей в течение следующих нескольких минут. Мы установили таймер на 30 секунд. Все правильно, Рестис? Отлично. У вас будет 30 секунд, народ. Вы будете рассредоточены по разным комнатам с еще одним участником, с которым вы не знакомы. Я не знаю, кто это будет, как и вы. Это будет лотерея. Постарайтесь успеть как можно эффективнее проработать все эти вопросы. У вас на двоих будет около 30 секунд, затем мы вернем вас обратно и сразу же снова отправим в другую комнату с другим человеком. Мы проделаем это несколько раз, так что у вас будет шанс познакомиться с максимальным количеством людей. Не стесняйтесь заводить любые разговоры, только помните, что, к сожалению, мы будем грубо вмешиваться и вытаскивать вас прямо из середины беседы. Таковы ограничения технологий, так что, пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием. А пока успевайте друг с другом познакомиться, и особенно важно будет задавать последний вопрос: почему вы здесь? Подумайте, сможете ли вы добавить что-то из этого к своим собственным причинам здесь находиться, и держите это у себя в голове. Потом мы поговорим об этом. Все понятно, народ? Большие пальцы вверх, если вы готовы начать. Итак, народ, давайте немного поговорим. Как у вас дела? Вам понравилось? Знаю, что это было слишком кратко, но начинаете ли вы понимать, с кем вы вместе участвуете? Да? Отлично. Хорошо. Итак, кто из вас? Просто поднимите руки или напишите «ДДД». Кто из вас в нескольких раундах предыдущих разговоров смог расширить свои причины здесь находиться причинами других участников? Кто-нибудь заметил, что разговаривая с людьми о том, почему они здесь и чем они занимаются, ваши собственные причины стали яснее, немного расширились, и вы подумали: «А, это хорошая идея, возьму-ка я у себя», да? Марии на это не хватило времени. Не волнуйтесь, Мария. Скоро вы нас догоните. Прекрасно. Отлично. Итак, народ, вот чем я хотел бы сейчас заняться. Я бы хотел попросить... Все верно. Я хотел бы пригласить добровольца. Кто хотел бы выйти... Точнее, выйти сюда, оставаясь на месте, чтобы кое-что сделать. Так, посмотрим... Клара? Где у нас Клара? Дайте-ка посмотрю на вас, народ.
Что-то я пока не вижу Клару на видео. Клара, начните махать рукой, если вы там, чтобы я мог разглядеть вас на одном из экранов. А, вот вы где. У вас было отключено видео. Замечательно. Клара, вы не против поучаствовать в этом? Кажется, вы первый человек, с кем я еще не работал. Иначе я бы выбрал Мунира, но, к сожалению, я уже с ним работал, так что... Вот что мы сделаем. Расскажите немного о себе. Занимались ли вы раньше гипнозом? Гипнотизировали кого-нибудь? На каком этапе игры в гипноз вы находитесь? Да, я уже проходил некоторые из ваших курсов онлайн. Я проходила тренинги по гипнозу здесь, в Австралии. Отлично. Итак, мы начнем с простой, хорошей индукции, и затем двинемся дальше. Я попрошу вас поднять руки вот так, чтобы мы их видели. Схлопните их вместе. А затем начните их растирать, пока не ощутите, как в ваших руках начнет появляться тепло. Когда вы хорошо ощутите появление этого тепла в руках, я попрошу вас их поместить в несколько дюймов друг от друга, вот так, и вытянуть руки вперед прямо перед собой, чтобы я смог их видеть. Вот так. А теперь обратите внимание на пространство между руками. И представьте, как будто что-то типа магнетической силы притягивает руки. Вот так. Все ближе и ближе друг к другу. Вот так. Позвольте этим рукам начать притягиваться друг к другу. И как только они начнут сближаться, вы можете обнаружить, что чувствуете невероятное ощущение комфорта, которое нарастает у вас внутри. И когда ваши руки в конце концов соприкоснутся, вы можете закрыть глаза, позволить рукам опуститься, и вы погрузитесь в глубокий и комфортный транс. А пока просто представьте, как это магнитное поле становится все сильнее, как руки становятся все ближе, и когда они наконец соприкоснутся, просто закройте глаза и позвольте рукам опуститься вниз, ощущая при этом невероятное чувство комфорта, которое наполняет вас до краев. Я бы хотел, чтобы вы поняли, по-настоящему поняли, что этот комфорт может соединиться с вашим желанием стать отличным гипнотизером, с комфортным желанием, вызывающим очень приятные ощущения. Потому что вы сможете вот так заниматься гипнозом с кем угодно, когда угодно, в любом месте и через любой канал данных. Это будет ощущаться настолько же приятно. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю, разве нет? Вот так. И когда у вас появится полноценное ощущение того, что этот комфорт по-настоящему слился со всеми вашими надеждами, мечтами и желаниями в отношении гипноза, делая их комфортными надеждами и комфортными желаниями, можете возвращаться обратно к нам, открывайте глаза, полностью приходите в себя, чувствуя себя посвежевшей, бодрой, просто фантастически. Как дела? И, кстати, прошу прощения, я смотрю прямо на вас, просто мой дисплей с другой стороны, так что кажется, что я смотрю в сторону. Но на самом деле я смотрю прямо на вас. Просто подумал, насколько прикольны все эти технологии. Как дела? Очень хорошо. Вам понравилось? Да, очень расслабляюще. А что вы теперь узнали после этой мини-индукции? Что я теперь узнала? Чего я не знала ранее? Даже не знаю. Полагаю, вам придется это узнать, верно? Отлично, очень хорошо. Хотите что-нибудь добавить, прежде чем мы перейдем к следующему упражнению? Нет. Отлично. Ладно, давайте отправлю вас обратно в дикую природу. Большое спасибо, что вызвались добровольцем. Крис, у вас был вопрос? Да, мне бы хотелось узнать, вы сейчас фактически зачитывали скрипт, или вы просто смотрели на нее, опираясь в своих словах на ее реакции, пока она погружалась в транс? Да, все это основано на ее реакциях. Сейчас мы начнем постепенно выстраивать все эти реакции, и вы увидите именно то, что я видел. Я буду делать, в принципе, все то, что мы и делали. И да, все это чисто индивидуально, у меня нет никаких заметок. Смотрите, в руках ничего нет. А, нет, вот же заметки. На самом деле, я не люблю скрипты, я хочу, чтобы вы тоже работали во фристайле, чтобы можно было в процессе адаптировать любой из моментов. Мы будем шаг за шагом выстраивать всю эту индукцию. Смотрите, на этом этапе я обычно обучал бы вас мгновенной индукции.
потому что это быстрый способ увидеть все принципы гипноза в действии. Но сейчас мы в другой среде, я не могу вылезти из экрана и сказать «так, спать». Это вряд ли сработает как надо. Поэтому мы выберем другую индукцию. В данном случае индукцию магнетических рук, чтобы научить вас тем же самым принципам и чтобы научить вас видеть все то же самое, что происходит в начале индукции. Это понятно, Крис? Да, и мне кажется, что больше всего мне были интересны индикаторы транса, и как увидеть, что она погружается в транс. Да, давайте недолго отложим этот вопрос, потому что мы будем шаг за шагом разбирать эту индукцию. И когда появится этот шаг, должен появиться и нужный вам ответ. Если он не появился по окончании всех шагов, пожалуйста, спросите об этом еще раз, и мы разберем его более конкретно. Вы согласны? Итак, как я и говорил, это очень простая индукция. Смотрите, я действую без рук. Я не смогу никому прикоснуться, так что ничего не могу делать руками. Но я хочу провести вас шаг за шагом, чтобы вы смогли это делать практически где угодно. Со временем мы начнем здесь работать следующим образом, когда пройдем предварительные этапы. Вообще, лично я сейчас очень редко провожу формальные индукции. Очень редко. Почему? Потому что я обычно улавливаю индукцию в середине процесса. Однако, прежде чем вы сможете улавливать индукции в процессе их появления, будет хорошая идея самому генерировать нужные условия, чтобы вы знали, что нужно будет отслеживать, чтобы, когда это будет происходить, вы смогли бы это улавливать. Это понятно, народ? Покивайте, покажите большие пальцы, чиркните в чате и так далее. Итак, мы шаг за шагом пройдем эту индукцию, чтобы увидеть, какие в ней есть принципы, чтобы увидеть, как начинает развиваться транс. Кстати, это очень просто, в этом нет ничего мистического, как думают об этом большинство людей. А затем, когда мы оставим индукцию в стороне, вы сможете проделать все это с любым другим процессом, которому вы научитесь. Или продолжите использовать индукцию. Самое замечательное в этом, и на этом мы будем здесь фокусироваться следующие 6 дней, что вы узнаете, как делать это все виртуально. То есть вы сможете комфортно устроиться у себя дома, и если этот карантин продлится 10 лет, вам будет все равно. Пока вы сможете выходить в интернет и находить клиентов, вы сможете работать с ними в абсолютной безопасности. Ведь вы сможете заниматься всем этим разговорно и онлайн. Народ, вам все понятно? Пишите «да», показывайте большие пальцы, чтобы я понимал, что у вас происходит. Прекрасно, замечательно. Итак, первое, что мы начнем делать, это разберем эту индукцию на части. Это по-настоящему простая и легкая в исполнении индукция. И, кстати, дайте-ка сразу посмотрю, кто из вас уверен в том, что сможет прямо сейчас все это выполнить, безо всяких дальнейших инструкций. Пишите «D», если сможете, или «N», если нет, или «M», если может быть. То есть, если вы не совсем уверены, но готовы попробовать. Хорошо? Дайте мне понять, что вы думаете. Хорошо. У нас в основном «да», несколько «может быть» и парочка «нет», верно? Без проблем, все отлично. Мы все равно проделаем все это шаг за шагом. Я просто хотел оценить ваш уровень уверенности. Итак, сначала мы рассмотрим эту индукцию шаг за шагом. Кто из вас слышал о гипнотическом контексте? Пишите «да», если да, и «нет», если нет. Прямо словами. Большинство «да» и парочка «нет». Отлично. Итак, гипнотический контекст — это очень просто. Если вы поговорите с любым исследователем гипноза, точнее, скажем так, если вы поговорите с десятком исследователей гипноза и спросите их о том, что такое гипноз, вы получите 10 совершенно разных ответов. Почему? Потому что нет никакого консенсуса по поводу того, что же такое гипноз. Вообще ноль. Ведется множество споров, есть теории состояния, есть теории черт характера, теория социального кондиционирования ролевой игры. Теорий очень много, и все они вроде как работают. Так что нам нужно разработать свою операционную теорию, от которой можно будет оттолкнуться, и которая позволит нам заниматься гипнозом и получать эффекты от гипноза в разговорном направлении. Пока всем все понятно? Большие пальцы вверх и «да», если вам все пока понятно. Отлично. И, кстати, если у вас появится вопрос, или вы с чем-то не согласны, не стесняйтесь написать «нет», чтобы мы были уверены, что всем все понятно. Хорошо? Итак, в нашем обществе, точнее во всех обществах, существует так называемая консенсуальная реальность. Кто из вас ранее не слышал термина «консенсуальная реальность»? Пишите «нет». Все слышали об этом? Дарлин, Рэйчер, Брайан и Мунир не слышали. Хорошо. Итак, вот как работает эта теория. У нас у всех есть своя собственная личная приватная внутренняя реальность. Это наш внутренний мир. И если кто-нибудь когда-нибудь увидит ваш внутренний мир, он сочтет вас странным. И наоборот, если вы проникнете в мой мир, вы увидите, насколько я на самом деле странный.
консенсуальная реальность, Мария, ясно? Простите, Майра. Итак, что же такое консенсуальная реальность? У нас есть наша собственная личная реальность. Все то, что происходит у нас внутри. Сами по себе мы не так уж хорошо функционируем. Люди — это стадные животные. Нам нужна стая, нам нужно быть частью группы. И прямо сейчас вы можете понять, особенно если вы в стране, которая на карантине, что довольно трудно быть самому по себе. Это требует навыка. Чтобы существовать самим по себе, нам нужно этому научиться, потому что по умолчанию мы созданы для существования в рамках физического контакта с другими людьми. Пока всем все понятно? Большие пальцы, кивки, да и так далее. Конечно, если нет, тоже пишите об этом. Отлично. Итак, что же мы делаем? Чтобы иметь возможность вырваться из пузыря нашей собственной личной реальности, где все кажется очевидным, но только для нас, нам нужно войти в то, что называется социальной реальностью, или попасть в пузырь социальной реальности. Это то место, где мы договорились о взаимодействии на определенных условиях. Это и называется культурой. Если вы ездили по миру, то замечали, что культура по всей Северной Америке очень похожа. Например, культуры США и Канады очень похожи. Но если вы пересечете границу с Мексикой, все начнет становиться другим. А если вы двинетесь дальше, в Азию, Китай, Индию и так далее, все будет становиться для вас еще сюрреалистичнее. Понимаете, о чем я пытаюсь сказать, народ? Большие пальцы, кивки, да и так далее. Отлично. Почему все становится сюрреалистичным? Потому что за многие годы вы научились... Скажем так, ваша личная реальность — это только вы, верно? И она для вас настолько нормальна, что вы даже не думаете, что она может кому-то показаться необычной, потому что все эти годы вы живете самим собой. Также вы создали своего рода особенную реальность, в которую могут быть приглашены и смогут войти другие люди. И есть определенные правила и ритуалы, которые позволяют людям там оказаться. На Западе это рукопожатие, как у вас дела, это жесты вежливости, проявление заботы о другом человеке, гостеприимство и так далее. Верно? Нам необходим этот слой консенсуальной реальности, консенсуального смысла, указывающего на нашу общность и на наше согласие с тем, что это будет наша совместная реальность, чтобы мы могли общаться друг с другом. Посмотрите на современных политиков, в которых слишком сильная разобщенность разрушает консенсуальную реальность и разрушает способность взаимодействовать с другими людьми. И нам нужно будет обучиться совершенно новому набору инструментов реальности, чтобы взаимодействовать с людьми из культуры, которая значительно отличается от нашей. Вы понимаете это? Это понятно, народ? И до какой-то степени границы нашей общей реальности размыты. Это значит, что некоторые люди находятся в самой середине, и никаких проблем, а другие находятся на самой границе, и вам приходится немного подстраиваться, чтобы до них достучаться. Это как раз те самые одиночки, люди со странностями, называйте их как хотите. Или нас, потому что я был частью этой группы. Потому что они как бы не полностью вписываются в обычную модель социальной реальности. Пока все понятно? Но почему же это так важно? Потому что для взаимодействия с другими людьми мы создаем маску, некую персону, которая позволяет нам общаться с другими людьми. Та персона, которой вы являетесь, когда вы одни, и та персона, которой вы становитесь, как только в комнате появляется другой человек, не совсем одинаковые. Они могут быть очень похожи. У них будет очень много похожих качеств. Но вам точно известно, что в одиночестве вы что-то делаете или ведете себя определенным образом, и вы не будете делать то же самое, как только за вами кто-то начнет наблюдать. Будь то сейчас со включенным видео, или если кто-то войдет в комнату и так далее. Мысли вам понятно? Это ограничение очень важно, потому что вы в него вкладываете то, что считаете безопасным показывать всему остальному миру, что он будет о вас видеть. А все то, чего нет в этой оболочке, это все, чем вы могли бы быть, но не позволяйте себе этого проявлять. Либо из страха осуждения, либо так, как это будет неуместно, либо потому что вы никогда об этом не задумывались, чувствуете себя неуютно для того, чтобы заняться этим. Почему же это важно? Потому что все то, чего вы сейчас не можете делать, но хотели бы, к чему у вас есть потенциал или скрытые способности, существует вне этой социальной коробки, которую мы для себя создали. И для того, чтобы получить доступ к тем способностям, о наличии которых вы не знаете или не считаете возможными для себя, нам придется переключить вас из режима социального взаимодействия в какой-то другой режим, в какой-то другой способ взаимодействия, который позволит вам подключиться к тем аспектам себя,
которые вы обычно ограничиваете для того, чтобы иметь возможность общаться с другими людьми. Вам все это понятно, народ? Вы все еще со мной? Приведу вам очень упрощенный пример всего этого. Ну, надеюсь, вы сможете уловить суть, так как все, конечно же, намного сложнее. Если вы из тех людей, которым нравится петь в душе, когда вас никто не видит, когда вас никто не слышит, вы понимаете, о чем я говорю. Вы можете петь, верно? Просто вы не можете петь перед другими людьми. Но почему нет? Почему вы можете петь самому себе, но не другим людям? Дело не в голосовых связках, верно? Дело не в эмоциях. На самом деле, все это у вас есть. Дело в неподходящем контексте. Другими словами, пение является частью вашей личной реальности. Но оно не часть вашей публичной, вашей социальной реальности. Поэтому у вас не получается петь в социальном контексте. Все успевают понять, о чем я говорю? Так что же такое гипноз? Особенно ли это состояние разума? Как бы да, но как бы и нет. Другими словами, нет специальной сигнатуры мозга, которая бы указывала на то, что вот сейчас вы находитесь в трансе, несмотря на все заявления гипнотизеров, потому что это лишь их конкретной версии теории. Все эти альфа и тета-волны и так далее, да, это может быть полезно, но опять-таки не является необходимым. Вы можете пребывать и в бета-волнах и все равно реагировать трансовыми реакциями. На самом же деле нас интересуют ваши скрытые таланты, ваши скрытые потенциалы, те вещи, о которых вы даже не подозреваете, что можете это делать, так как они не являются частью той реальности, которой вы старались до сих пор соответствовать. Именно это мы и будем называть трансом. Чтобы этого достичь, нам придется перевести вас из консенсуальной или социальной реальности, из созданного вами мира, из слепленной вами коробки, которая нужна вам для общения с другими людьми. Нам нужно вытащить вас из этой коробки, потому что в ней нет того, что нам нужно. Если бы это там уже было, вы бы не просили об этом. Вы бы просто это сделали. Все понятно? Итак, нам нужно заблокировать те сигналы, которые гласят: «Я хочу прямо сейчас с вами общаться». Прямо сейчас мы находимся в особенном уголке социальной реальности. Там, где я говорю, а вы слушаете. Почему? Потому что я обучаю, а вы учитесь. И вы знакомы с этой версией реальности. Вы провели много лет в школе, подвергаясь индоктринации. И именно поэтому вы сейчас спокойно сидите. В другой культуре вы, возможно, наперебой задавали мне сейчас вопросы. Но почему вы этого не делаете? Конечно, частично потому, что я вас об этом попросил, так что вы вежливы по отношению ко мне. Но на самом деле гораздо большая часть относится к социализации. Ведь нельзя прерывать выступающего в данный момент спикера. Все понятно? Так ведь? Если бы вы прямо сейчас пребывали в трансе, у вас не было бы никаких ограничений насчет прерывания, если бы это было необходимо. Почему? Потому что прерывание — это вполне обычная для вас вещь. И так как вы находитесь вне социальной реальности, вы находитесь вне ограничений этой реальности. И у вас есть доступ к возможностям, о которых вы в противном случае даже не задумываетесь. Или точнее, вы загипнотизировали себя так, чтобы у вас не было к ним доступа. Понятно, народ? Итак, для чего же мы проводим индукцию? Индукция сама по себе, главная цель индукции в том, чтобы переместить вас из социальной реальности в реальность другого рода, где могут произойти другие, более странные вещи, которые могли бы произойти вполне естественно, если бы вы не мешали себе их переживать, таким образом ограничивая себя в том или ином виде. В этом и заключается вся суть индукции. Та индукция, которую мы сейчас проделали, магнетические руки, создает как раз это. Самое первое, что мы должны сделать, это начать двигаться к границам социальной реальности, чтобы можно было потом из нее вырваться. И чтобы у вас или у клиента возникло переживание, которое будет, скажем так, не социальным, но при этом все еще направляемым другим человеком. Вам пока понятна вся эта теория? Но тогда почему человек что-то делает или воспринимает в трансе более серьезно, чем в обычном состоянии разума? Почему я не смог бы сказать ему то же самое в обычном состоянии разума, и почему он не смог бы так же серьезно это воспринимать, как в трансе? На самом деле вы сможете это сделать. Вы это сможете. Проблема в том, что когда этих условий нет, вы этого не сможете. И тогда вам нужно вытащить человека из социального транса, из социальной реальности, чтобы снова появился этот эффект. Но почему же с некоторыми людьми это происходит? Ну, например, то есть много причин, верно? Один из классических примеров — это самозащита. Скажем, когда я рос, я подвергался... Парван, вы знакомы с термином газлайтинг? Нет? Газлайтинг — это когда у меня есть проблема,
Но все твердят мне: нет, ты это просто выдумываешь. На самом деле это не проблема. Но я же ее вижу. Я даже не знаю, о чем ты говоришь. То есть они фактически... Они могут почти свести меня с ума, притворяясь, что не происходит чего-то, что я на самом деле переживаю. Понимаете? Допустим, у меня очень властный родитель, который постоянно говорит, что я должен делать, и в результате моя жизнь просто ужасна, но в конце концов я избегаю этого родителя. Но теперь у меня может развиться защитный механизм, который гласит: когда люди что-то мне говорят, будь скептичным, дистанцируйся, сомневайся в этом. Почему? Потому что мне так часто говорили что-то делать и во что-то верить, что шло вразрез с моими интересами, что я этим присытился. Понятно? Это лишь один пример того, почему человек в социальной реальности может отвергать ваши идеи. Все понятно? И есть масса других вариаций этой темы. Некоторые люди просто не могут или думают, что не могут следовать указаниям. Некоторые люди отвлекаются. В социальной реальности мы не концентрируемся лишь на разговоре друг с другом, мы сразу повсюду. Мы оглядываемся вокруг, мы отслеживаем опасности, мы отвлекаемся, мы думаем о чем-то, мы теряемся в своих мыслях. Все это наши обычные социальные реакции. Некоторые люди более легкомысленны, как бы не присутствуют в разговоре. Некоторые гиперфокусируются на этом, что является довольно классическим разговорным трансом. Так что существует целая куча разных социальных реакций, и мы не знаем, в какой части диапазона пребывает наш субъект. Поэтому лучшее, что можно сделать, это вытащить его из социальной реальности и всех его обычных на нее реакций и поместить в отношения другого рода, в которых то, что вы говорите, будет иметь повышенную значимость и сможет оказать воздействие. С некоторыми это может происходить моментально. Некоторым достаточно для этого сказать, что вы гипнотизер. Это перекинет человека из его социальной реальности в некую особую реальность, в связи с его собственными ожиданиями. И именно поэтому слово «гипноз» может быть таким мощным, причем по обе стороны монеты. Мощным как в хорошем смысле, так и в плохом. Все понятно? Я ответил на ваш вопрос, или вам есть что добавить? Но это может быть немного... Опять-таки, как вы и объяснили, это может быть мой социальный контекст, потому что как только я говорю, что я гипнотизер, множество людей, по крайней мере в Индии, тут же будут восклицать: «Нет, нет, нет, этот парень меня загипнотизирует и будет делать со мной все, что захочет». Да, да, да. Все это культурное отличие. И, например, в Индии вам, может быть, стоит говорить, что вы гуру, потому что это может обеспечить большую социальную приемлемость. Вы делаете похожие вещи. Например, йога-нидра — это замечательная индукция, особенно в тех целях, которым она служит. Я не говорю, что вам обязательно использовать эту версию. То же самое во многих индийских духовных практиках. Я обожаю индуизм. Можно многое узнать о гипнозе, изучая индуизм и даже буддизм. Почему? Потому что это тоже работа с разумом. И мы подключаемся к нему похожими путями. Просто в Индии были разработаны одни конкретные пути и процессы. На Западе все это пошло немного по другому пути, но при этом активируются одни и те же механизмы. Все понятно? Вы обнаружите, что у вас будет больше проблем с друзьями и родственниками, потому что у них есть определенные ожидания в отношении вас. Они постараются удержать вас в той же социальной коробке. И как только вы попробуете из нее выпрыгнуть, они удивятся. Что это такое? Что этот Парван делает? Это не тот Парван, которого я знаю. Он нарушает наш с ним социальный контракт. Все понятно? Вот этот момент нам и придется преодолеть. Если вам это не удастся, если кто-то попробует упаковать вас в социальную реальность и оставить вас там, вы не сможете заниматься гипнозом. Так что все, что мы делаем в рамках ритуалов гипнотических индукций, явных или скрытых, неважно, необходимо для вытаскивания нас из коробки социальной реальности, чтобы мы смогли начать с нуля, создать новую коробку с новыми правилами, чтобы у нас был доступ к новым способностям, которые в иных случаях подавляются. Все понятно? Всем ли это полезно? Не стесняйтесь кивать, поднимать большие пальцы, если вы со мной. Или пишите «нет», или «вопрос», если вы за мной не успеваете, или вам что-то непонятно. Отлично. Похоже, все пока в одной лодке. Итак, тот ритуал индукции, который мы сейчас изучаем, скомпонован так, чтобы показать нам, как нам провести этот процесс, как нам приостановить социальную реальность и как запустить несоциальную социальную реальность, в которой все это может происходить, в которой у нас будет доступ к разным другим способностям. Верно? Итак, первое, что нам нужно сделать, это выяснить, в какой реальности мы находимся.
Когда Клара подключалась сюда, в какой она пребывала реальности? На самом деле она точно этого не знала. Все происходило полусоциально, и поэтому... Клара, пожалуйста, поправьте меня, если я не прав. Но вы, скорее всего, чувствовали себя неловко, когда вдруг стали центром внимания. Почему? Потому что это особый тип социальности, в правилах которой вы пока еще не были полностью уверены. Можно так сказать, Клара? Да, все верно. И пока вы пытались выяснить, какие действуют правила в той реальности, где я сейчас нахожусь, где ей, скорее всего, следовало искать подсказки о том, в какого рода реальности мы сейчас пребываем, так как мы уже явно находимся вне обычной социальной реальности. Верно? Другими словами, если бы мы с Кларой поболтали до начала семинара, типа «Привет, как дела?» и так далее, это даже близко не ощущалось бы настолько неловким. Так ведь, Клара? Нет, верно? А почему нет? Все очень просто. Потому что вы знаете, что это за реальность, вы понимаете ее правила. Но как только вы вышли на эту метафорическую сцену, конечно, здесь у нас все виртуально, вы поняли, что эти правила уже не совсем применимы. Поэтому вам нужно было узнать новые правила. В какую я сейчас играю игру? Что это сейчас за социальная игра? Верно? И это значит, что я должен вам их показать. Именно это и делает индукция. Она вытаскивает вас из социальной игры правила, которую вы знаете, и она запускает новую игру, правила которой вы еще не совсем понимаете. Это значит, что вы смотрите на меня, гипнотизера, чтобы понять, что это за правила. И если я смогу должным образом показать вам эти правила, эксплицитно или имплицитно, явно или завуалированно, то как только вы узнаете, что это за правила, вы раскроете для себя следующий паттерн. И это позволит вам лучше и глубже обрабатывать все то, что я говорю. Примерно так, как Парван говорил ранее. Пока всем все понятно? Отлично. Итак, вот что мы сделаем в первом упражнении. Мы шаг за шагом разберем индукцию магнетических рук. Первое, что вам нужно будет сделать, это напрямую спросить, вы готовы погрузиться в транс? Для чего? Потому что это сигнал, который гласит, мы собираемся покинуть социальную реальность. Вас это устраивает? Мне нужно на это ваше разрешение. Я не буду заставлять вас выйти из социальной реальности. Хотя это тоже возможно, но это будет большим давлением на человека. Примерно так действует мгновенная индукция. Я просто хочу дать вам понять, что мы уходим отсюда. И затем понаблюдайте за своим партнером, следите за тем, как он на вас смотрит. Вы должны заметить, что его фокус слегка меняется. Как только вы спросите, готовы ли вы сейчас погрузиться в транс, вы увидите, как произойдет одно из двух. Либо у него немного повысится уровень стресса, может проявиться замешательство, сопротивление, стресс и так далее. Вы увидите легкие сигналы чего-то такого, просто наблюдайте за происходящим. Либо второй вариант, вы увидите, как усиливается его фокус. Другими словами, он будет уделять меньше внимания происходящему вокруг и направит больше внимания на вас. Либо это может быть комбинация этих вариантов. Пока всем все понятно? В общем, следите за этим. Как только человек признает свою готовность погрузиться в транс, все, что вам нужно будет делать, это показывать все на своем примере. Поставьте руки вот так, схлопните их вместе и разотрите, пока не почувствуете тепло. Вот и все, что вам нужно будет сделать. Давайте-ка я быстренько кого-нибудь выдерну. Терри, можно быстренько показать все это с вами. Терри, вы хотели бы прямо сейчас ощутить транс? Да. И сразу же остановимся. Что произошло внутри вас, как только вы ответили «да»? Вы заметили, как внутри вас что-то изменилось? Например, какая-то эмоция или ощущение? Я с вами согласился. Совершенно верно. То есть уже произошло изменение. Это согласие указывает, что Терри признает, что мы подходим к границе социальной реальности. И, кстати, обратите внимание, как теперь Терри кивает головой и очень прямо смотрит на меня. Почему? Он ждет сигнала, что мы покинули социальную реальность, и объяснение, что это означает и что будет дальше. Это всем понятно? Итак, Терри, поднимите руки вот так, схлопните их вместе и начните тереть им, пока не почувствуете тепло. Готово. Расслабьтесь. Отлично. Вот и все, что вам нужно сделать. Но мы только что сделали очень многое. Это называется создание гипнотического контекста. Его согласие привело его к границе социальной реальности. Теперь он намного сильнее фокусируется на мне, чтобы узнать, как покинуть эту реальность. Затем я разыгрываю для него роль, чтобы понять, насколько хорошо он будет меня копировать. Если я просто скажу «поставьте руки вот так», схлопните их и начните растирать. И если Терри просто проделает все это, окажется ли он там, где мне нужно? Да или нет? Нет. Почему нет, Терри?
Потому что я буду только лишь следовать вашим инструкциям до какого-то момента, а затем отступлю обратно. Да, совершенно верно. Вы будете подстраховываться. Вы не захотите выглядеть как дурак. Так что вместо простого следования инструкциям как есть, вы будете следовать своей интерпретации этой инструкции в рамках социального контекста. И вы можете решить, что важно будет лишь растирание и тепло. А это значит, что вы все еще одной ногой в социальной реальности. Это всем понятно? То есть нам нужно, чтобы он... Это небольшой ритуал. Я даже прислушаюсь к его хлопкам, если смогу их услышать. Почему? Потому что все это будет для меня сигналами, что теперь он следует за мной. И я собираюсь вывести его из социальной реальности в реальность трансовую, где могут начать проявляться все скрытые потенциалы Терри. Всем все понятно? Хотите к этому что-нибудь добавить, Терри? Что вы хотите добавить? Нет, спасибо. Есть вопросы насчет этого упражнения, народ? Нет? Все просто и понятно? Крис спрашивает, что если он не следует вашим инструкциям? Разберемся с этим потом. Запишите свой вопрос, и как только мы со всем этим закончим, мы вернемся и разберемся со «что если». Хорошо? Давайте начнем с простого, понятного протокола. Гипнотизеры, пожалуйста, следите за тем, насколько хорошо ваш субъект следует за вами. Это первое. И второе, постарайтесь заметить изменения в том, как работает его внимание, как только вы делаете ему это предложение. Если вам нужно лучше увидеть контраст, немного поговорите с ним. «Привет, как делишки? Большое спасибо, что сегодня вы здесь». И уже затем сделайте предложение. И проследите, сможете ли вы заметить изменения в его выражении лица, когда он скажет «да». Каким бы ни было это изменение, мы потом об этом поговорим. Как у всех дела? Понравилось упражнение? Напишите в чате ККК, если хотите прокомментировать то, что нового вы узнали. И в частности, если вы заметили, как что-то изменилось, когда вы предложили человеку погрузиться в транс, и еще раз после того, как вы прошли краткий ритуал индукции. Сейчас это растирание рук. Смогли ли вы ощутить, что в голове собеседника что-то сдвинулось в плане его внимания? Кто из вас хотел бы это прокомментировать? Итак, Рэйчел, вы просто появились. Что вы узнали, что произошло? Во-первых, спасибо. Я хотел поблагодарить вас за это упражнение, так как нервничаю насчет всего этого, но сейчас это было вполне выполнимо. То есть, все это как бы ушло, то есть, моя нервозность вернулась, но как бы... Я все понимаю. Здесь пока очень много непонятного, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что весь гипноз — это так же просто, как это упражнение. Весь гипноз. Просто есть множество кусочков, которые вы должны понимать. И если вы не знаете о каком-то кусочке, в голове появляется туман, и вы не понимаете, что происходит. Мы постараемся разобрать их все до единого, чтобы вы точно знали, что происходит от начала и до конца. Но если все так же просто, как это, тогда я смогу расслабиться. Так и будет. Что-то может оказаться сложнее, когда мы будем подключать речь и все такое. У вас могут возникнуть спотыкания, но тут все дело в практике. После достаточного количества повторений все это усвоится и станет совершенно естественным. Понятно? Да. А тот парень, с которым я работала, забыла его имя, прошу прощения. Ну да, нас тут много. Прошу у него прощения, все прошло здорово. В общем, я заметил, что у него усилился фокус, то есть он сильнее сфокусировался. И это было здорово, а что касается меня, я заметил у себя легкий стресс. Да, это называется тревожностью перформанса. И чем больше вы будете повторять одно и то же действие, тем сильнее это будет снижаться. Так что занимайтесь как можно чаще и больше. Понятно? Замечательно. Что еще вы взяли для себя? Или, может быть, у вас есть вопросы? Нет, у меня все, спасибо. Отлично. У нас есть еще один комментарий от Боба. Что вы вынесли из этого упражнения, как оно у вас прошло? На самом деле, похоже с тем, о чем говорила Рэйчел. Во-первых, это вполне себе выполнимо. А что вы заметили? Вы заметили сдвиг во внимании и ментальном настрое своего клиента? В двух моментах. Сначала, когда вы сделали предложение покинуть социальную реальность, когда вы провели его через физический ритуал, который овладел его вниманием. Он определенно наполнился энтузиазмом и сильнее сфокусировался. Отлично, так ведь? Эти энтузиазм и фокус как раз то, что нам нужно. Это называется согласием. Человек соглашается следовать вашим инструкциям, и чем больше он это делает, тем выше шанс, что он последует за вами. Понятно? Еще вопросы? Нет, все отлично.
У нас еще один комментарий от Джеффа, потом от еще одного Джеффа и от Клары. Джефф готов подключиться. Хочу прокомментировать, что я определенно смог ощутить сдвиг внутри себя. Я как будто куда-то погрузился. И также я заметил сдвиг в нем. Было похоже, что у него было то же чувство, что и у меня, хотя, может, я ошибаюсь. Нет, вы все делаете правильно. Именно так мы что-то узнаем о других людях. Мы проецируем на другие свои собственные ощущения, и, как правило, они будут достаточно близки и довольно универсальны. Так что чем больше вы работаете с людьми, чем больше у вас будет вариация ощущения, которое у вас было, тем больше вы будете понимать людей, в том числе и проблемы. Иногда вы заходите в тупик, и таким образом понимаете, как заходят в тупик ваши клиенты, и частично это помогает вам вывести их оттуда. Все понятно? Самое важное, что вы ощутили, как все это происходит у вас внутри. Хоть вы и знали, что будет дальше, ваше тело все равно изменилось. Ваш разум все равно изменился, когда был получен сигнал о том, что вы покидаете консенсуальную или социальную реальность. Это очень тонкая штука, которую часто упускают из виду. Большинство людей этого не замечают, и им нужно на это указать. Но если вы смогли это заметить, как это происходит в человеке, тогда вам будет очень легко заниматься разговорным гипнозом, так как вы сможете замечать, как это происходит в рамках разговора. И, кстати, если вы все прямо сейчас посмотрите на Джеффа, вы заметите, что он демонстрирует несколько очень классических признаков транса. Другими словами, очень напряженное внимание, зафиксированное, конечно же, на мне. Также появилась эмоция, некое облегчение из-за появления понимания, что означает смягчение внутреннего напряжения. И его разум очень сильно сфокусирован на том, что я говорю, потому что он старается чему-то научиться. Обучение — это своеобразный мостик между социальной реальностью и более гипнотической реальностью. Потому что гипноз нужен именно для этого. Он помогает нам научиться тем вещам, которые мы обычно не делаем в той ограниченной версии реальности, в которой мы живем. Так что отличная работа, Джефф. Есть вопросы ко мне? Я как раз хотел сказать, бинго, вы попали прямо в точку. А вообще, у меня есть вопрос об этом процессе. Когда мы говорим «поставьте руки вот так, схлопните их, разотрите», это 3 шага? Потому что мы с партнером сделали это в 3 шага? Или нужно было делать все это одновременно? Как угодно. Чем больше вы проделываете шагов, тем тщательнее вы проверяете согласие. Чем комфортнее вы чувствуете себя с его согласием, тем больше шагов вы можете сократить. То есть, по сути, ответ будет «да». Можете делать в любом виде. Вопрос лишь в том, какая вам нужна обратная связь. Чем больше вам нужно обратной связи, тем сильнее следует разбивать каждый из сегментов, чтобы получить больше внимания, больше фидбэка и понимания, где вы находитесь. Чем комфортнее вы себя чувствуете, чем лучше вы понимаете, что человек уже находится в нужном вам месте, и вообще, когда вы начинаете говорить с человеком, он тут же... Точнее, надо сделать так, чтобы вы увидели. И в таком случае вы просто говорите. Просто сложите руки и потрите, так как нет смысла тратить время на все остальное, потому что он уже там, где вам нужно. Понятно, о чем я говорю? Клара, ваш вопрос? Спасибо, Игорь. Я хотела спросить. Мой вопрос, наверное, будет из 2 частей. Во-первых, в чем отличие между... Вы сказали сделать предложение, чтобы понять, готов ли человек погрузиться в транс. То есть ваше предложение звучало так. Хотели бы вы прямо сейчас погрузиться в транс? Но в комментариях я увидел, что кто-то написал, что вопрос должен звучать так. Вы хотите прямо сейчас погрузиться в транс? В чем отличие этих 2 вопросов? Вежливость, мягкость, твердость. Хотите ли вы быть более авторитарной и указующей? Или вы хотите быть более мягкой, приглашающей к чему-то? Это лишь вопрос стиля. Представьте себе это так. Ваш стиль может быть более материнским, или мягким, или более отцовским. Сделаем это прямо сейчас. Каждый человек предпочитает немного разный подход ко всем этим вещам. И, конечно же, вы можете смешивать эти стили как угодно. В данный момент я бы особенно не беспокоился об отличиях, потому что это не очень важно. Вопрос лишь в том... Вообще, вот вам другой вариант, Клара. Так, Клара, отправляемся в транс прямо сейчас. Поставьте руки вот так. Давайте. Хорошо, остановимся на этом. Это очень авторитарный вариант. Можете уже опустить руки. Вот так. Это был более авторитарный стиль. Я не даю вам особого выбора. И в некоторых случаях вам это понравится, особенно в чрезвычайных ситуациях. Если вам придется заниматься экстренным гипнозом, вам определенно нужно будет использовать вот такой тип внушения. Я использую, скажем так, свою личную энергию, свою харизму, свой авторитет, чтобы вас направлять. То есть я не говорю, вот вам другая совершенно противоположная версия. Итак, Клара,
Может быть, сейчас самое подходящее время для того, чтобы вы, может быть, начали погружаться в транс? Как вы думаете? Ощущения были очень разными, не так ли, Клара? Но они находятся в неком спектре, в диапазоне. И в зависимости от стиля, который вы выберете, будет зависеть тот язык, которым вы воспользуетесь для соответствующей части диапазона. На данный момент слишком с этим не заморачивайтесь. Просто говорите вежливо, в своем стиле, и со временем вы сможете поэкспериментировать с обеими границами диапазона. С более материнским мягким стилем и с более отцовским, указывающим авторитарным стилем. Оба варианта возможны, у обоих есть своя ценность, и как гипнотизер вы должны уметь работать на любой из границ диапазона, потому что это дает вам варианты, как можно взаимодействовать с разными людьми. Все понятно? Большое вам спасибо. Переходите ко второй части. Вот о чем еще хотел бы вас спросить. Когда вы говорили о социальной реальности, насколько это важно, если важно вообще, чтобы гипнотизер знал своего рода историю клиента, чтобы понять, как подойти к тому, чтобы вытащить этого человека из коробки его социальной реальности. Это может помочь, но иногда это может навредить. Лично я, как правило, вообще ничего не знаю о людях. Мой подход, как правило, такой. Я спрашиваю так, как я спрашиваю обычно, и если что-то пойдет не так, я увижу это по реакции человека. И тогда я пойму, что нужно поразбираться. Мне не очень нравится отводить кучу предварительных собеседований и так далее. Отличие тут в том, что... Полагаю, вы когда-нибудь собирались стать гипнотерапевтом, я прав? Да. Значит, когда вы будете проводить консультации, когда вы будете начинать разговаривать с людьми, которым захочется к вам прийти, они же не придут с бухты-барахты. Вам сначала придется с ними поговорить, то есть фактически продать свои услуги. И вот в этот период я обычно задаю им вопрос об их проблемах и так далее. Я обычно получаю хорошее представление об их предыстории. То есть между этим и первым реальным сеансом у меня появляются мысли о том, как подступиться к этому человеку на основании нашего предыдущего общения. Это понятно? Но изначально не стоит слишком беспокоиться об этом. Просто говорите слова и начинайте наблюдать. Если вы выполните это небольшое упражнение сотни или тысячи разных людей, вы увидите тысячи разных вариантов реакции, и вы поймете, вот тот диапазон реакций, который я могу ожидать от разных людей. И если кто-то будет реагировать вне этого диапазона, вы поймете, что это особенный случай, и вам нужно работать немного осторожнее. Понятно? Конечно, в нашей группе из примерно 70 человек, вам следует постараться поработать с каждым из участников. Надеюсь, что система будет в случайном порядке состыковывать вас с разными людьми, и так вы сможете получить этот широкий диапазон опыта. Все понятно? Да, спасибо, благодарю вас. Хотели что-то добавить или вас все устраивает? У меня все, спасибо. Без проблем, удачи. Говорите? Я задумался об этой модели контраста консенсуальной реальности и социальной реальности. И вот что мне показалось очень интересным. Если вы овладеваете вниманием человека, попросив его о чем-то, типа «сложите ладони вместе и потрите», похоже, что это вытягивает его из социальной реальности. И вот что я подумал. Когда люди с нами разговаривают, и мы задаем им вопрос, сама природа вопроса и то, как мы овладеваем их вниманием, будет определять, в какую они попадут реальность. Правильно? На все 100%. Совершенно верно. У вас начинает появляться цепочка мыслей, которая ведет к разговорному гипнозу. Конечно, мы пока еще к этому не готовы, так как нам предстоит изучить еще множество деталей. Но вы на совершенно правильном пути. На все 100%. Иначе мы не смогли бы заниматься разговорным гипнозом, так как нужно было бы проводить некий формальный процесс фильтрации. Но мы этого не делаем. Сейчас мы всем этим занимаемся, чтобы помочь вам распознать нужные для этого условия. Буду смотреть в камеру, чтобы вы не думали, что я отвожу взгляд. То есть сейчас мы проделываем своего рода формализованный процесс, чтобы вы смогли увидеть, что вам нужно отслеживать. И тогда впоследствии в обычном разговоре вы сможете просто это делать. Понятно? Вполне. И, кстати, отличный комментарий, народ. Пожалуйста, запомните то, о чем только что говорил Дастин, потому что именно к этому мы дальше перейдем.